Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Делал я здесь, напоминаю, комплексный ремонт. Начинаю все с утепления крыши и закончу все тем, что установлю здесь мебель и телевизор и всякую технику. Хочу сегодня с вами поделиться некоторыми нюансами, моментами в укладке именно такой плитки. Видео сейчас буду снимать в таком лайв формате, ну и собственно покажу, что и как у меня здесь есть. Плиточка это 50 на 12, раскладка под паркет. Вот что она из себя представляет. Ну, симпатично смотрится, красивая раскладка. Плитка это не очень дорогая, это очень бюджетная плитка, поэтому готовьтесь к тому, что она кривая, косая. Поэтому все это аккуратненько выставляем визуально плитку. Мы дистанционные крестики ставим, но все равно где-то шов больше, где-то меньше. Все это делаем только на глаз. Никакие СВП, ничего здесь такого не применяем, иначе у вас просто не получится. Про СВП я уже рассказывал как-то в других видео. СВП я применяю только для большого формата и для очень качественной дорогой плитки. Дешевая плитка кривая и использование СВП вы просто угробите свое время и в принципе не получится у вас никакого качества. Кривую неровную плитку нужно укладывать только визуально на глаз. Ну, использовать, конечно, крестики. В данном случае я использовал здесь 1,5 миллиметровые, но все равно швы все я выставлял уже на глаз. Ну и как видите, главное, чтобы плитка вся визуально казалась ровненько. И швы, соответственно, вот я даже поближе вам покажу. То есть вроде бы как они все четкие и ровные. Но на самом деле разбежка очень большая. Плюс-минус полмиллиметра где-то есть. Вот такая плиточка. Сейчас я достану, просто объясню вам почему. Ну, то, что угла 90 градусов нет, это понятно. И плюс она вот такая еще, горбатая. Посередине, блин, что-то не фокусируется. Ну, в общем, посередине бугор и к краям все загибается. Вот, никакие СВП, ничего здесь не используем. Плитку невозможно выровнять СВП. Многие, плиточники-то понимают, о чем я говорю, но сейчас хочу сказать именно людям, которые, может, сами хотят. Не слушайте, это все бред, чушь собачья. Тем более, если говорят, что плитку как-то можно СВПшкой вытягивать. Ну как, пластик может керамогранит вытянуть? Ну это чушь и бред, это просто либо они специально вас в заблуждение вводят, либо это просто реклама, проплаченные блогеры вам несут просто такую дичь. Это был один из моментов. Плитка у меня здесь сплошным ковром, здесь 55 квадратов в этом всем, ну не в этом помещении вообще, в целом по второму этажу. Это уже комната, здесь просто, она без порога, без обрезки, плитка отсюда, с коридора уже пошла в эту комнату. Поэтому как начинать, я вам здесь, конечно, не покажу, но постараюсь объяснить. Я начинал с другой комнаты, которая противоположна вот здесь, за стеной за этой находится, и сделал принцип тот же самый. Я взял просто плитку и нарезал ее один край под 45 градусов вот на таком станке, просто на плиткорезе. Вот таких заготовочек я наделал, условно говоря. Все, вот этот угол уже 45. И ничего не размечаю, не вымеряю, просто ставлю вот таким образом плитку к стене, вот так. И с нее же и начинаю первый ряд выгонять. Ну, если захотите, конечно, можете промерить, если у вас комната более-менее прямоугольная, можете вымерить так, чтобы подрезка уже у вас с двух сторон была примерно одинаковая. Но так как у меня здесь вся ломаная, здесь вообще непонятно будет, где какая подрезка. Поэтому я не парился в этом случае. Просто из прямого угла по прямой стене пошел 45 и от нее начал дальше выкладывать. Из нюансов. Вот, допустим, если вы начинаете с какого-то угла. Желательно гонять вот такими полосами. То есть вы одну полосу прогнали, то есть две плитки. Вот этот ромбик сделали. Потом следующую. Примерно 1,5 метра сделали. Потом следующую, следующую, следующую. Возвращаемся и вот так потихонечку делаем. И крестики потом дистанционные тоже все вставлять начинать с каждого ряда. Потому что если вы будете их тыкать где попало просто, в хаотичном порядке, короче, у вас такие разбежки будут, вы офигеете. Эту плитку именно вот ряд прогнал, проставил крестики. Следующий проставил крестики, следующий ряд прогоняешь, ставишь крестики по очереди. В укладке именно такой плитки это очень важно. Я тоже первый раз когда-то попробовал.
именно порядок в установке крестиков очень важную роль играет. Нельзя их просто куда захотел, туда ставить. Ну, как обычно, там, допустим, плитку мы кладем, там, с первой, со второй, с третьей плитки начинаешь. Нет, здесь именно все по порядку. С первой прошелся, выставил. Но этот порядок вы поймете, когда начнете укладывать плитку. Так, клей. У меня вот такой клей. Я обычно всегда использую Ceresit SM14. Делаю его достаточно жидким. Это ведро надо еще раз размешать. И укладываю только под гребенку. Наношу на пол клей и приклеиваю плитку, прижимаю ее плотненько к полу. Я уже миллион раз объяснял, что качественно и проще и быстрее сделать подготовку. То есть либо вы на стену кладете плитку, либо вы на пол. Стена или пол должны быть идеально ровные. Намного проще их ровно отштукатурить, чем на слоя потом укладывать плитку. Поэтому потратьте чуть-чуть больше времени на стяжку, на штукатурку, но потом с плиткой у вас не будет никаких проблем. Не будете вы с этими слоями, с плавающей плиткой играться. По времени это займет раз в 5, а то и больше времени у вас займет. На слоя укладывать, да и качества такого не получится. И результат отличный получается. Вот у меня 2-метровое правило лежит. Сейчас для интереса его поставлю вам. Покажу, что получается. Так, ну где-то у меня побольше. Вот, например, взяли вдоль швов, да, плиточка мелкая. Ну, 2-метровое правило. Пожалуйста. Стоит оно отлично, может где-то есть там миллиметр, но это из-за того, что плитка тоже не совсем ровная. И полы в целом тоже прекрасно лежат на ровный пол. Здесь уже возможностей накосячить у вас не будет. Макрорезом я тоже пользуюсь, но основной инструмент это, конечно, ручной плиткорез. Макрорез у меня вот в этой комнате, сейчас я вам покажу. Вот стоит. Но на самом деле, допустим, на всю комнату я им воспользуюсь, ну, буквально 5 раз, может быть, плитку отрезал. Все. И он мне поскоку. Но тоже нужная вещь. Без макрореза тоже не обойтись. Но если вы не хотите пылить, допустим, как у меня вот уже в готовом помещении. На подрезку я имею в виду вот такую. Где-то вот такой элемент выпилить. Ну, вот на таких углах. Здесь то же самое. А плиткорез я выставляю угол. Вот у меня по 90 градусов уже выставлено. И можно с любой стороны плитку отрезать. Вот я, например, целую плитку взял. То ли так мне отрезаю ее под 45. Либо ничего не поворачиваю, только поворачиваю плитку. Вот так ставим, отрезаем под 45. Все. Все режет прекрасно. Кстати, хороший плиткорез не ломает никакие углы. Ну, есть, конечно, какие-то места, но я считаю, что под плинтус, под стену отрезанная часть плитки будет загоняться, поэтому это идеальный вариант. И вот они все заготовочки. Вот сейчас возьму еще несколько штук, чтобы вам показать. Это все резано вот этим ручным плиткорезом. Обычно плохие плиткорезы ломают вот здесь. Кромочку обламывают, либо здесь косо идет. Вот этот с одного раза. Я нигде даже засечки не делаю плиткорезом. Ну, то есть, если засечки, я имею в виду, надо начало плитки чуть-чуть подрезать, насечечку сделать, и в конце плитки тоже так. А потом уже делать прорез. Этот плиткорез берет ее сразу, с первого раза. Поэтому для тех, кто, может, только хочет начать заниматься укладкой плитки, вот, для начала нужен хороший ручной плиткорез. Макрорез, если нет пока финансовых возможностей, подождите. Некоторые подрезочки сложные какие-то можно и болгарочкой подрезать. Но лучше взять сначала хороший плиткорез, а потом уже, как денежка появится, как говорится, возьмете и макрорез себе. Вот эту площадь я вчера положил за день, грубо говоря, и день сегодня вот с этой подрезкой. На подрезку выходит тоже достаточно приличное количество времени. Я знаю, что меня смотрят не только мастера, ну и люди, которые, в принципе, там сами хотят сделать ремонт или просто проконсультироваться. По поводу отходов. На такой плитке, отходов, если мы режем плитку под 45, не бойтесь, никакого перерасхода нет на маленьком формате. Еще раз заостряю на это внимание. Если у вас формат плитки именно такой, то есть небольшой, и вы укладываете его под 45 градусов,
Не бойтесь, все отходы, вот мы, допустим, с этого угла вот мы отрезали кусочки, они у нас пошли вот на противоположную сторону, вот там они легли. То есть все кусочки, большинство кусков, все используются. То есть отходов у меня нет. Вот там лежат эти все обрезки, я считаю, что их нет. Отход будет большой в том случае, если у вас будет большого формата плитка, и вы будете укладывать ее под 45. Да, там, возможно, у вас большой кусок плитки, его уже, ну, он может куда-то не пойти на противоположную сторону. Поэтому в этом плане, чем меньше будет формат, тем, соответственно, меньше будет у вас отхода. И не бойтесь под 45, либо вот так елочкой такую плитку укладывать. Затирку вот такую буду от литокол использовать, цементно-полимерная. Хорошая затирка, мне понравилось ей работать, уже не первый раз заказываю. Тоже может кто-то, если боится, очень хорошая. И, кстати, очень сильно соответствует цвет. Что не скажешь, допустим, о других затирках. Вот церезит, темные цвета мне не понравились. Цвет здесь такой на банке, а по факту совсем другой получается. А вот у литокола, потому что я уже здесь, на этом объекте, менял затирку. Сначала здесь была куплена именно церезитовская в банках затирка, но по цвету абсолютно не такая получилась. Взял вот этот литокол, задача была брать именно коричневый цвет, и он получился коричневый. Вот, допустим, в каких местах она получилась именно такая, как на банке. Тоже как бы важный момент. Я, считайте, тоже купил там банок 6 или 7, уже не помню. Одну вскрыл, попробовал здесь в техническом помещении. В общем, должна была быть коричневая, получилось красно-коричневая. Вот прям такой оттенок красного. В общем, пришлось поехать, тоже время потерять, сдать эту затирку, взять этот литокол. И цвет четко совпадает. Коричневый значит коричневый. Такой, как на банке. За сегодняшний видеообзорчик, как всегда, по традиции, палец вверх. Всем спасибо, всем пока. Скоро увидимся.